Прайд львов окружил женщину, запертую в клетке. А через несколько минут произошло ужасное. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Солнце беспощадно палило над просторами Калахари. Для Элизабет Хартман, молодого рейнджера из Германии, это было не просто место работы. Это была ее жизнь, выбранная сознательно, с риском и страстью. Много лет назад она оставила свой тихий, аккуратный городок недалеко от Мюнхена, обменяв комфорт и предсказуемость Европы на жару, пыль и одиночество африканских равнин. Здесь, среди песков и зверей, она нашла то, чего не хватало — смысл. Тем утром Элизабет отправилась в патруль одна. Ее напарник, местный рейнджер Кефилве, слег с температурой, но пропустить проверку участка она не могла. Прошлой ночью в радиосводках упоминали звуки выстрелов. Браконьеры снова где-то рядом. Ее внедорожник медленно крутил колеса по сухой земле, оставляя за собой длинный след пыли, похожий на струю дыма. В багажнике — канистра с водой, аптечка, фотоаппарат и рация. На переднем сиденье — блокнот, испещренный заметками о следах животных и расположении водоемов. Элизабет щурилась от солнца, окидывая взглядом горизонт. Все казалось спокойно. Только крики птиц нарушали тишину. Но опыт подсказывал, если место кажется слишком тихим, это тревожный знак. К полудню она заметила что-то странное. На краю солончака, у подножия редкой акации, стоял темный грузовик без номеров. Его двери были распахнуты, но вокруг не было ни души. Тишина висела в воздухе, тяжелая и чужая. Инстинкты напряглись. Она заглушила двигатель и осторожно вышла, взяв фонарь и камеру. Сделала несколько шагов к машине. Откуда-то изнутри тянуло резким запахом крови и металла. «Кто здесь?» — громко произнесла она. «Покажитесь!» Ответом стало лишь эхо. Она подошла ближе и, не теряя осторожности, обошла грузовик. Внутри двое мужчин. Один сидел за рулем, другой стоял у открытых дверей кузова. Их взгляды встретились с ее. Быстрые, холодные, настороженные. «Покажите, что у вас в кузове?» — твердо сказала Элизабет, чувствуя, как ладони покрываются потом. Мужчины переглянулись. Один из них что-то прошептал. Потом, медленно, будто нехотя, поднял замок на задних дверях. Элизабет подошла ближе и заглянула внутрь. Там, в тени брезента, лежал маленький слоненок. Его ноги были туго обмотаны веревками, кожа у порезов кровоточила. Он дрожал от боли и страха. Элизабет почувствовала, как холод пробежал по спине. «Вы... негодяи!» Выдохнула она и потянулась к рации. Но не успела. Один из мужчин бросился вперед. Удар в висок был сильный и внезапный. Мир погас. Она пришла в себя от жара и жажды. Голова гудела, губы трескались. Элизабет попыталась пошевелиться, но поняла, что заперта. Она лежала в грубой металлической клетке, сваренной из старых труб. Клетка стояла прямо под солнцем, и металл был горячий, как уголь. Любое прикосновение жгло кожу. На запястьях — ссадины. Кровь смешивалась с песком. Она позвала, голос сорвался в шепот. Не было ни воды, ни тени, ни рации. Только солнце и бескрайние пески. Часы тянулись мучительно медленно. Сначала она считала минуты, потом просто перестала понимать, сколько прошло времени. Сознание то затуманивалось, то возвращалось. Когда она уже почти потеряла надежду, тишину прорезал низкий рев. Далекий, гулкий, от которого кровь застыла в жилах. Потом еще один. Ближе. Элизабет открыла глаза. Из-за кустов медленно вышли львы, целый прайд. Их тела сияли в жарком свете, мощные, упругие, будто из золота.
Она знала, что шансов нет. В клетке ни укрыться, ни убежать. Ее дыхание сбилось. Львы окружили клетку. Самка подошла ближе, понюхала воздух, отошла. Молодые самцы рычали, но не нападали. И тогда из-за дюны появился он, глава прайда, массивный, с темной гривой, словно подкопченный солнцем. Элизабет замерла. Он шел медленно, уверенно. Его янтарные глаза остановились на ней. В них не было ярости, только странное, тревожное узнавание. И вдруг она вспомнила. Год назад на восточной окраине парка она нашла льва, истекающего кровью после тяжелой схватки. Тогда ветер нес запах смерти, но она не сдалась. Очистила раны, поставила капельницу, ночевала рядом, пока он не встал. Она назвала его Каро. И вот теперь он снова перед ней. Взрослый, сильный, властный. Каро подошел к клетке и зарычал низко, хрипло. Его клыки сверкнули, когда он ткнулся мордой в замок. Он кусал металл, рычал, снова и снова, пока пыль не поднялась вокруг них облаком. Элизабет, не веря глазам, тихо прошептала: «Каро, это ты?» Замок дрогнул, поддался. С последним рывком лев сорвал его. Дверца клетки с грохотом распахнулась. Элизабет выбралась наружу, ноги дрожали. Она подняла взгляд. Лев стоял перед ней, высокий, как скала. «Спасибо», — выдохнула она, чувствуя, как слезы жгут глаза. Лев сделал шаг назад, тихо зарычал, почти как ответ. Потом повернулся и, не оглядываясь, ушел к своему прайду. Элизабет стояла, пока песок не поглотил следы его лап. Потом, собрав остатки сил, побежала к месту, где, как помнила, оставила машину. Чудом, но нашла. Двигатель завелся с первого раза. Через полчаса она уже передавала координаты по рации. Подкрепление прибыло быстро. К вечеру браконьеры были пойманы при попытке скрыться через границу, а раненого слоненка отвезли в центр реабилитации в Маун. Поздним вечером Элизабет сидела у палатки, записывая все в свой блокнот. Слова не шли. Каждый раз, когда она закрывала глаза, перед ней вставали те янтарные глаза льва, спокойные, мудрые, живые. Она спасла его когда-то. Сегодня он спас ее. В этом не было ни чуда, ни магии. Только правда дикой земли, где жизнь и смерть переплетены, а доброта, отданная однажды, возвращается тогда, когда нужнее всего. Среди песков Калахари она поняла, природа помнит. И даже в самом жестоком сердце пустыни есть место для благодарности. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.